Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот простые, но при этом очень красивые, яркие и интересные слитки. Эта модель слитков отлично подойдет для тех, кто любит, скажем так, максимальную простоту. То есть для вязания данной модели нам нужно сейчас будет вместе с вами связать просто вот такую вот простую заготовку. В мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 35-36. Но обязательно сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги. Для того, чтобы связать слитки на какой-то другой размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас где-нибудь здесь я вам вставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Как я сказала, в мастер-классе данные слитки я буду вязать вот на размер ноги 35-36. По таблице, если посмотреть, значит, это у нас, соответственно, получается по размерам 22,5 и 23 сантиметра длина ступни этих размеров. Дальше мы должны размер нашей ноги в сантиметрах. Я сейчас возьму вот значение 36 размера, то есть 23 сантиметра. 23 сантиметра умножить на 2. Умножаем мы на 2, так как вот эта наша заготовка вот 2 раза, получается, в длину обертывает нашу ногу. И это у меня получается 46. Далее от полученного числа мы должны отнять где-то примерно около 4 сантиметров, так как полотно у нас идет вязаное, оно хорошо тянется, и это для того, чтобы слитки хорошо и плотно облегали ногу и не спадали с ноги. И это у меня получается 42. То есть получается общая длина вот этой заготовки в моем случае должна быть 42 сантиметра. Поэтому по этой же формуле вы сможете высчитать, сколько вам необходимо провязать сантиметров вот эту нашу заготовку. Как вы видите, эта заготовка у нас состоит из двух частей. То есть идет вот половина заготовки, вот основной цвет у нас был белый, а вторая половина, основной цвет, вот в моем случае был горчичный. То есть получается, что мы полученное число, то есть в моем случае 42, должны разделить напополам, то есть на 2 части. И это у меня получается 21. То есть получается половину детали я свяжу, где у меня будет основной цвет белый, вот длиной 21 сантиметр, и вторую половину также вот получается 21 сантиметр я провяжу деталь, где основным цветом у меня будет вот горчичный. Измерять вот эту нашу заготовку мы будем следующим образом. То есть вот здесь прикладываем сантиметровую ленту и до середины, вот до нашего вот этого стыка между белой и горчичной полосой. И это у меня получается вот ровно 21 сантиметр. И, соответственно, вторую боковую часть я провязывала это же количество рядов. И получается также вот 21 сантиметр. А ширина детали у нас получается, смотрите, вот где-то 9,5 сантиметров. Но по поводу вот этой ширины скажу сразу, что если, к примеру, у вас нога широкая, то я рекомендую набирать на несколько петель больше, нежели я сейчас буду набирать. То есть здесь я при вязании сейчас набирала 18 петель, поэтому если нога широкая, то я рекомендую набирать где-то около 20 петель. С принципом вязания слитков мы с вами разобрались. Теперь давайте разберемся, что нам понадобится для вязания этих слитков. Нам понадобится 2 чулочные спицы, диаметр 3,5 мм, крючок, иголка, ножницы для того, чтобы спрятать и обрезать все наши кончики. А вязать мы эти слитки будем с вами вот из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти, 51% акрила, и метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Но вы можете использовать абсолютно любую пряжу. Самое главное, что вы тогда должны ориентироваться не на количество провязанных
рядов или набранных петель, а на количество сантиметров, которое должна получиться вот эта наша заготовка. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю сейчас связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, я хотела бы обозначить один очень важный момент. Смотрите, если слитки вы хотите вязать так же, как и я, то есть половина цвета у меня будет вот горчичным, а вторая половина основным цветом будет являться белый, то в этом случае эти два цвета на правую и на левую ногу мы будем вязать в разной очередности. То есть смотрите, когда я вязала вот эту мою заготовку, я вначале здесь набрала петли вот ниткой горчичного цвета и далее продолжила вязать вот эту часть слитка. Далее, когда я довязала ровно до середины, основным цветом у меня стал вот белый цвет, и здесь я закрыла петли. То есть, когда сейчас вместе с вами мы будем вязать следок, вот в моем случае на вторую ногу, начинать вязание вот основным вот этим цветом я буду вот с белой пряжи. Это нам нужно для того, чтобы цветовая вот эта наша гамма была на двух слитках в зеркальном отображении друг к другу. Поэтому сейчас на 2 спицы диаметр 3,5 мм обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 18 петель. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я буду провязывать лицевыми, так как наши слитки мы сейчас будем вязать платочной вязкой. То есть все наши ряды, и лицевые, и изнаночные, мы будем провязывать лицевыми петлями. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны здесь также первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли опять до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, я провязала 2 ряда ниткой основного цвета, то есть у меня сейчас это белый цвет. Менять цвет нити я буду через каждых провязанных 2 ряда. То есть сейчас я беру нитку горчичного цвета, никаких опять же закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик вот прикладываю к краю. Первую кромочную петлю при смене нити сейчас я буду всегда провязывать лицевой петлей. И дальше я вяжу лицевыми петлями так, чтобы на правой спице у меня было провязано всего вместе с кромочной 13 петель. То есть мы сейчас вяжем вот лицевыми петлями, не довязывая до конца этого ряда вот 5 петель. Когда в конце ряда вот здесь у нас осталось 5 петель, это в тот момент, когда мы вяжем ряд контрастным цветом. То есть в моем случае это горчичный цвет, и сейчас я буду половину слитка вязать горчичным цветом укороченными рядами. То есть всегда, когда я беру нить контрастного цвета, я провязываю вот в моем случае 13 петель, не довязывая 5 петель. Далее рабочую нить я помещаю перед работой, когда у меня осталось вот здесь 5 петель, и снимаю вот эту первую белую петлю. Вот таким образом, так, чтобы здесь, видите, у меня 4 петли. Вот идет рабочая нить перед работой, и здесь белая петля. И вязание вот таким образом я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. Белую петлю возвращаю обратно, то есть я сделала обвитие вот этой белой петли для того, чтобы у нас здесь образовывался красивый стык. И дальше продолжаю вязать с изнаночной стороны этот ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю петлю я провязываю вот изнаночной, и вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Вот мы с вами провязали укороченный ряд нитью контрастного цвета. После 2
провязанных рядов, то есть лицевого и изнаночного, или вот одной платочной дорожки, сбоку опять я поднимаю нить основного цвета, то есть в моем случае это сейчас белый цвет. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И когда мы будем вязать ряд нитью основного цвета, мы все петли до конца этого ряда вот провязываем лицевыми. То есть мы сейчас провязываем все 18 петель. Вот лицевая, лицевая. И последнюю петлю в конце ряда я провязываю вот изнаночной, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вот таким образом сейчас выглядит мое вязание. После того, как я провязала вот 2 ряда, опять вернулась в лицевой ряд. Здесь опять у нас будет идти смена цвета. То есть вот здесь сбоку я поднимаю нить контрастного цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше провязываю все петли лицевыми так, чтобы на правой спице у меня было 13 всего петель. Или сейчас мы не довязываем 5 белых петель. В тот момент, когда у нас остается вот 5 белых петель, это когда мы вяжем нитью вот контрастного цвета, рабочую нить я помещаю вот на левую спицу, кладу белую петлю, снимаю с левой спицы на правую, рабочая нить перед работой. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и белую петлю вот возвращаю обратно. То есть мы сделали обвитие петли, и дальше вяжу изнаночный ряд вот нитью контрастного цвета, провязывая все петли лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание переворачиваю на лицевую сторону, и сейчас снова сбоку поднимаю нить основного цвета, то есть белого цвета, и первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все петли до конца этого ряда мы провязываем лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я провязала и изнаночный ряд лицевыми петлями, и у меня получилось вот наборный край, и дальше от наборного края 1, 2, 3 платочных дорожки основным цветом, и уже 2 провязанных платочных дорожки или по 2 ряда нитью вот контрастного цвета. Далее опять поднимаем сбоку нить вот нашего контрастного цвета и провязываем лицевыми петлями вот 13 петель, не довязывая 5 петель. Дальше делаем обвитие вот первой вот этой петельки, переворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд. То есть таким образом мы сейчас дальше будем продолжать наше вязание, менять вот цвет пряжи мы будем в каждом лицевом ряду. Когда мы вяжем цветом нашим основным, мы все петли провязываем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. Когда мы поднимаем сбоку нить контрастного цвета, мы провязываем лицевыми петлями только 13 петель. Далее делаем обвитие и вяжем в обратном направлении изнаночный ряд. Так, мы сейчас должны провязать ровно половину нашего слитка, то есть или то количество сантиметров, которое мы с вами рассчитали в начале этого видео. Итак, вот я провязала ровно половину вот этой заготовки. Давайте измерим ее в сантиметрах. Давайте здесь вот от одного угла до второго угла, и у меня вот получается вот 21 сантиметр. Теперь мы будем вязать вторую часть вот такой вот заготовки. Основным цветом у меня теперь будет являться горчичный цвет, а белые полосы я буду вязать укороченными рядами. Поэтому смотрите, вот здесь вязание я закончила, провязав полную белую полосу, то есть 18 белых петель. Теперь сбоку я поднимаю нить горчичного цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой.
И дальше сейчас этот ряд до конца я провяжу вот нитью горчичного цвета, то есть все 18 петель. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я также все петли провяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. После того, как у нас получилась одна провязанная платочная дорожка нитью горчичного цвета, опять сбоку я поднимаю нить белого цвета. И, как я сказала, белые полосы у меня теперь будут являться укороченными рядами. То есть первую кромочную петлю я снимаю, это первая моя петля. И дальше я вяжу, чтобы на правой спице у меня было вот провязано всего 13 петель. Итак, вот я провязала нитью белого цвета 13 петель, и здесь у меня осталось в конце ряда 5 горчичных петель. Сейчас точно таким же образом рабочую нить я накладываю на левую спицу, снимаю горчичную вот эту первую петельку, делаю вот обвитие, то есть вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Вот эту горчичную петлю я возвращаю обратно, то есть мы сделали обвитие теперь вот этой горчичной петли, и вяжу этот ряд с изнаночной стороны до конца, провязывая все петли лицевыми. Последнюю петлю я провязываю изнаночной, и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. Теперь сбоку мы поднимаем опять нить горчичного цвета, и все 18 петель я провяжу сейчас нитью горчичного цвета с лицевой стороны, затем с изнаночной стороны. И опять мы поднимем нить белого цвета, и белым цветом мы провяжем только 13 петель. Сделаем обвитие и продолжим вязать с нитью белого цвета 13 петель лицевых с изнаночной стороны. То есть сейчас основным цветом у нас будет являться, вот в моем случае, горчичный цвет. То есть мы сейчас вяжем вот в эту сторону это же количество рядов, что мы сейчас и провязали. То есть смотрите, вот здесь у меня провязано 21 укороченная горчичная полоска. Это ровно половина моей заготовки. То есть теперь в обратном направлении я должна провязать, чтобы у меня было провязано всего 21 укороченная полоска вот нитью белого цвета. Закончу вязать я последний ряд нитью горчичного цвета. То есть теперь вяжем вторую половину этой заготовки. Итак, вот я провязала вторую часть следка, и теперь нам осталось только закрыть петли и сшить наш следок. Закончила вязать ряд я нитью вот горчичного цвета, то есть это вот получилась моя 21 полоса, укороченная белым цветом провязана. Далее я провязала горчичным цветом лицевой и изнаночный ряд. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх, и теперь мы приступаем к закрытию петель. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Петлю провязала, дальше петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через провязанную. Провязала, протянула, спустила, провязала, протянула и спустила. Закрываем эти петли до конца ряда. Далее, когда у нас осталась одна последняя петелька, ниточку от моточка можем обрезать. Единственное, эту ниточку от моточка обрезаем с тем учетом, чтобы нам хватило этого кончика сшить наш следок. Дальше, после того, как мы обрезали нитку от моточка, петельку вот эту я вытаскиваю последнюю подлиннее, и теперь в петельку я продеваю вот этот кончик от моточка, который мы обрезали, и петельку аккуратно мы затягиваем. Итак, смотрите, вот таких вот две одинаковых заготовки у меня сейчас получилось. Только по цветовому вот этому расположению эти цвета находятся вот в зеркальном отображении. И теперь мы будем приступать к сшиванию нашего следка. Теперь смотрите, единственная вот наша заготовка, которую мы сейчас с вами вязали, вот здесь я закрывала петли, и сшивать
эту деталь я буду нитью горчичного цвета, а эту заготовку я закрывала нитью белого цвета, и, соответственно, сшивать наш следок я также буду нитью белого цвета. Сшивать наш следок я буду по лицевой стороне, поэтому я беру вот нашу заготовку, складываю вот таким вот образом напополам. Вот эту нитку, где мы закрывали петли, я одела в иголку с большим ушком. И теперь этой ниточкой мы сошьем сначала задний шов и далее приступим к сшиванию подошвы. Задний вот этот наш шов я буду сшивать, смотрите, не за кромочные петли, а между нашей вот платочной дорожкой и вот здесь нашим наборным краем у нас идут вот такие галочки, как бы из лицевых петель. Вот, вставлять иголку я буду в эти галочки с этой стороны, а с этой стороны, смотрите, у нас получается платочная дорожка и вот косичка, где мы закрывали петли. Здесь также между косичкой и платочной дорожкой, вот если посмотреть, у нас также есть эти галочки. Вот они у нас идут, вот, вот и так далее. То есть также здесь я буду вставлять иголку в эти галочки. То есть вот я беру мою заготовку и я вставляю здесь иголку вот справа налево. Это наш верх, где мы должны начать сшивать наш следок. Так, и здесь где-нибудь вот за верх справа налево. А дальше уже я буду смотреть эти галочки. То есть вот идет наша первая галочка, вот она у нас. Я вставляю иголку здесь вот справа налево за 2 дужки галочки. Нитку вытаскиваю, иду на эту сторону. Здесь вот смотрю следующую галочку. Вот она у нас идет. Вот одна стенка петли и вторая стенка петли. Справа налево вставляю иголку по лицевой стороне. Здесь следующая галочка идет, вот она, справа налево. И здесь также вот смотрю следующую эту галочку и вставляю иголку справа налево. Таким образом мы сейчас сшиваем вот этот задний шов. Обязательно при сшивании этого края контролируем, чтобы в конце вот 2 края полотна ровно сошлись. Здесь и здесь, справа налево. Итак, вот я прошила вот задний шов, вот таким образом он выглядит с лицевой стороны. И далее вот все кончики я кладу вовнутрь, в конце я их спрячу. Вот моя ниточка идет, которой я сейчас сшивала заднюю часть. И подошву я буду сшивать именно за кромочные петли. То есть смотрите, я буду вставлять иголку в кромочную петлю. То есть сначала в белую полоску вставляю, справа налево вот. В горчичную вывожу, в кромочную петлю именно в одну вставила, в соседнюю петлю вывела иголку, вставляю иголку справа налево. Здесь, дальше здесь иду. Вот в белую здесь я вставила, в горчичную вывела справа налево. Дальше опять здесь у нас идет в горчичную вставила, в белую вывела. И здесь также в горчичную вставила, в белую вывела. Здесь в белую вставила, в горчичную вывела. И здесь белую вставила, в горчичную вывела. То есть одну кромочную петлю, получается, мы прошиваем 2 раза. Сначала мы из горчичной вот сейчас вывели иголку. Так, давайте здесь сейчас я прошью. И затем мы в горчичную вставляем и в соседнюю кромочную петлю выводим иголку. Здесь на самом деле все просто. То есть можно чуть чаще эти стежки делать, можно чуть реже. Самое главное, вот справа налево вставляем иголку в кромочные петли сначала с одной стороны, затем с другой стороны. При таком способе сшивания этот шов смотрится красиво и с лицевой, и с изнаночной стороны. Вот так у нас, смотрите, смотрится вот с лицевой стороны. И вот так он смотрится с изнаночной стороны. Такой совсем минимальный, еле заметный вот бугорок получается. И при ходьбе вот этот край абсолютно не будет как-то ощущаться и доставлять дискомфорт. Таким образом мы сшиваем нашу подошву, не доходя вот до края, примерно вот 10-11 полосок. То есть вот буквально уголок мы с вами оставляем. Мы его сейчас не сшиваем. Поэтому вот до этого края сшиваем дальше подошву самостоятельно. Итак, вот я прошила весь шов, и вот у меня остался небольшой участок, тут примерно вот около 10 этих полосок. Теперь эти полоски в кромочные вот так вот петли я
одеваю на иголку вот здесь. Сильно сейчас здесь не затягиваем, то есть вот по кругу. И здесь вот в кромочные петли я одеваю это все на иголку и на нитку. И теперь вот здесь я пальчиком придерживаю для того, чтобы когда мы сейчас будем тянуть, этот шов у нас не перетянулся. А вот этот уголок аккуратно вот я затягиваю. Вот, для того, чтобы здесь ничего вот не топорщилось. Далее буквально несколькими стежками это я прошью вот здесь. По лицевой стороне аккуратненько. И дальше иголку вставляю и вывожу на изнаночную сторону. Вот такой следок у нас сейчас с вами получается, но здесь, видите, край этот получается такой все равно немножечко топорщится, и поэтому я рекомендую вот сейчас немножечко сшить вот этот край мыска. По поводу того, что сколько здесь необходимо вот прошить этот мысок. Здесь для того, чтобы не ошибиться, можно этот следок надеть на ногу и примерно измерить, сколько вам необходимо сшить. Здесь достаточно буквально, если что, и несколько платочных дорожек между собой прошить, чтобы просто этот край, вот этот уголок скруглить немножечко. Здесь нужно прошить этот участок настолько, чтобы следок хорошо одевался на ногу, то есть вам было комфортно вот сюда, в это отверстие вставлять ногу. Но при этом следок здесь не должен спадать с пятки. Здесь должно быть все хорошо зафиксировано. Сейчас я между собой прошью примерно там около 5 платочных дорожек. На первом следке я сшивала мысок белой ниткой, поэтому здесь я также взяла белую нитку, вставляю вот сюда в середину, то есть в этот вот промежуток между полной провязанной горчичной и полной провязанной белой полосой. С изнанки на лицо кончик этот я кладу вовнутрь, в конце я его спрячу. То есть это вот получается наша ровно середина. И теперь здесь сшивать я буду по лицевой стороне, вставляя иголку также справа налево за первую петлю от платочной дорожки. Вот наша идет горчичная платочная дорожка и первая петля после кромочной справа налево. Здесь я вставляю иголку, нитку вытаскиваю. Здесь вот идет наша белая, справа налево здесь. Вот первую петлю от нашей платочной дорожки, вот справа налево. По лицевой стороне здесь следующая горчичная полоска и первая петля от этой платочной дорожки, справа налево здесь, и затем вот следующая белая полоса справа налево здесь. Дальше вот третья горчичная полоска и следующая получается вот третья платочная дорожка белого цвета. Дальше вот горчичная справа налево и белая справа налево. Итак, вот я между собой здесь и здесь прошила по 6 платочных дорожек. Далее мы все ниточки по изнаночной стороне прячем самостоятельно, любым удобным для вас способом. И вот после того, как мы спрячем наши кончики, наши следки будут полностью с вами готовы. При желании вот здесь этот участок можно украсить какой-то или пуговицей, или связать бантик или цветочек. Сейчас вот для примера я вам приложу, допустим, вот у меня был в запасах такой бантик, то есть вот можно связать такой бантик, получатся такие красивые балетки. Можно пришить сюда какую-то декоративную, ну, или абсолютно любую пуговку. И вот такая красота у нас с вами в итоге должна получиться. Можно вообще здесь ничего ничем не украшать, так как сами по себе они смотрятся очень красиво и эффектно. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.